Сразу же показываю иллюстрацию к этому прямому эфиру, то, что я буду рисовать во время того, как я проговариваю все вот эти вот мысли. В общем, смотрите, будет интересно. Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и сегодня я проговорю некоторые штуки, которые я считаю такими для меня в моей картине мира основополагающими элементами для того, чтобы делать скетчинг и делать его в той манере и с теми принципами, которыми я руководствуюсь, делая мои вот эти вот симпатичные штуки, которые вы видите в миллионе там трансляций на YouTube и Instagram, в общем, вот. То, что для меня главное, я сейчас попробую проговорить, и чтобы это стало, таким прозрачным для тех, кто тоже занимается скетчингом. Но, естественно, это в моей картине мира и в том разрезе, как я это все вижу, в моем профессиональном разрезе. Первый принцип скетчинга в моей картине мира, который я предлагаю вам для того, чтобы осмыслить, и услышать, это упрощение. Что в этом интересно? В том, что, например, для того, чтобы практически внести в свою жизнь, в свою рабочую схему, в свое получение удовольствия от мира, от жизни, вот этот вот тип рисования, когда вы иллюстрируете свою мысль, и на это вам не нужно очень много времени или очень много усилий, это тоже важно. Для вас эта система должна быть рабочей и не очень трудной. Чтобы она была рабочей и не очень трудной, от многих элементов художественного творчества нужно отказаться. Это происходит с болью в сердце. Или оптимизировать, или интерпретировать. И вот под пониманием упрощения я понимаю и реальное упрощение, и оптимизацию всех этих процессов. Как это выглядит на практике. Например, то, как я рисую, типологию деревьев, это различный набор алгоритмов и приемов, которые позволяют сохранить эффектную стилистику, как вы видите на моих работах, но в то же время получить достаточно быстрый результат. И это система условностей, с которыми я согласился, чтобы ввести в свою картину мира вот этот вот тип скетчинга. В общем, вот, повторяюсь, это упрощение, это первое, но упрощение осмысленное. Второй принцип скетчинга в моей картине мира, опять же, это стилизация. Для того, чтобы упрощения, которые вы приняли, допустили для себя, пришли в эту историю упрощения для того, чтобы все-таки продолжать делать скетчинг, продолжать иллюстрировать свои мысли в графическом виде. Для того, чтобы это имело привлекательный вид, есть очень простое направление. Вы делаете не реалистичное отображение действительности, а в какой-то мере стилизованное. И практически вся моя графика, я иллюстрирую на своем примере. Если вы смотрите мое видео, наверное, вам интересно понимать, как складывается вот эта вот графика. Это все то, что у меня есть, это стилизация. Это не натуралистическое отображение действительности, а технический рисунок. Это ландшафтный скетчинг. И это стилизация, безусловно. Стилизация вам поможет. Вы можете выбрать свой стиль, пойти по своей дороге, по направлению, но это то, что реально помогает двигаться быстро и красиво. И стилизация также создает, естественно, ваш стиль выражения, ваш тип скетчинга, и он индивидуален. Третий принцип скетчинга — это выражение главной идеи, иллюстрирование. В общем, ради чего мы упрощаем, ради чего мы стилизуем, ради чего мы отказываемся от некоторых штук в художественном творчестве и идем вот в эту вот историю скетчинга. По сути, с моей точки зрения, это иллюстрирование. А иллюстрирование — это иллюстрирование какой-нибудь идеи или мысли. То есть скетчинг тут получает скорее такую подчиненную функцию. Вы имеете какую-то информацию в моей картине мира. Это, например, ландшафтное или архитектурное, или пейзажное, или урбанистическое решение. И вы выражаете это в скетчинге наиболее простым и в то же время довольно привлекательным способом. Вот, скетчинг — это иллюстрирование. Поэтому там может быть достаточно много историй с инфографикой. Иллюстрация, да. И тема иллюстрирования отлично сочетается с темой блоков текста или текстовыми надписями, подписями, всей вот этой вот информации, которую мы передаем в текстовом виде, как будто с книгой. И поэтому я тоже очень люблю вот этот вот один из этих моих основных принципов скетчинга, потому что они позволяют мне развивать идею от просто картинки до большой смысловой истории. Это важно. И вот это вот особенности моего типа скетчинга.
четвертый принцип, но, наверное, он тоже, вот эти принципы, которые я проговариваю, я бы не ставил им номера, не ставил бы им иерархию, они практически все важны, так же, как первый принцип. Это база, форма, свет, тень, декор. Если вы придерживаетесь, например, этих 4 составляющих, которые я только что проговорил, форма, свет, тень, декор, то уже есть надежда на то, что ваш скетч будет и эффектным, и интересным, и информативным, и, возможно, прыгание по вот этой вот истории вверх, в усложнение, вниз, в упрощение. И это будет работать. Форма в быстром виде — это то, как вы описываете, например, тот предмет, который вы изображаете, допустим, в контуре. Допустим, вы делаете форму, отображая структуру этого предмета. Например, рисую человека, я рисую не только контур человека, но и некоторые элементы, которые позволяют понять его объем. У меня есть различные способы для того, чтобы выразить форму, про которую я говорю. И если я делаю это просто, ясно, схематично и условно достаточно, то я считаю, что в принципе это окей. Дальше, я думаю, для того, чтобы эта форма получила признаки объема, я могу использовать идею света и тени. Если я использую эту идею, то у меня получается объем. Это прекрасно. В основе принципа воздействия света и тени на рисунок лежат совершенно простые принципы. Их очень трудно понять, их очень просто отработать, но просто это нужно сделать много-много раз на разных формах. И тогда вы все поймете. Тогда это станет естественным элементом того, как вы относитесь к рисунку. Конечно же, лучше отрабатывать и тренировать всю эту историю на простейших формах. Шар, куб, прямоугольник, треугольник, трапеция. Ну, вот вы берете, например, простую форму, описанную контуром круга, и переводите его в форму шара, используя свет и тень. Это просто и прекрасно, это базовая тренировка. А потом, двигаясь в развитии вашего концептуального рисования, концептуального скетчинга, вы применяете вот эти вот простые формы к изображению сложных форм. Сложная форма — это комбинация простых форм, и это прекрасно работает. Вы отработали понимание объема на простых формах, вы знаете, как перенести теперь эту историю на сложную форму, и это работает. Дальше вот в эту развивающуюся историю скетча, который вы рисуете, вы вносите элемент декора. Он бьется со вторым принципом скетчинга — стилизация. Элементы декора, которые вы создаете для своего стиля скетчинга, они могут быть универсальные, как единые общие паттерны рисунка. Вот эти вот элементы декора, они придают элементы стиля тому типу скетчинга, который вы делаете. И в моем стиле скетчинга тоже есть вот такие вот элементы, которые начинаются с формы, как вы можете проследить, например, по этому рисунку, который я сейчас в данный момент делаю. Потом туда приходит цвет, тень, потом туда приходят элементы декора, и создается вот такое вот изображение. Вот эти все принципы работают отлично. Идея декора также хорошо бьется с темой текста, который вы приносите на свой рисунок, на свой скетч. В моменте рисования блоки текста, элементы текста можно рассматривать как простой повторяющийся орнамент, который декорирует ваш рисунок. И получается интересное сочетание между тем типом скетчинга, которым вы делаете объем изображения, иллюстрацию, и тем типом скетчинга, которым вы делаете текстовое описание. И получается вот такое вот перекликание, когда много красоты, много эффектности добавляет само изображение, и много эффектности, красоты корректирует в базовом изображении тот текст, который вы туда приносите. То есть текст как декор, не только как смысловая составляющая, а то, что может исправить и улучшить, например, композицию на вашем рисунке, сделать вот эту вот историю, которую вы набросали, более адекватной по массам, по акцентам, по самой композиции в рамках листа. И это интересная мысль. Она во многих случаях помогала мне сделать то, что у меня получалось в скетчинге, может быть, не очень хорошо, сильно более привлекательным с визуальной, общей композиционной, эстетической точки зрения, более привлекательным именно за наличие блоков текста, которые описывали изображение. Но у меня же постоянно все вот это вот проектная история. Мне всегда есть что сказать про мои изображения, которые я делаю.
У меня нет проблем с тем, чтобы приносить информацию туда, в рисунок. Может быть, у меня есть проблема с тем, чтобы ограничивать это принесение информации. Ну, в общем, вот оно тоже на пользу. И эта идея текст как декор, это тоже может быть интересная идея, рассмотрите ее. Пятый принцип скетчинга — это композиция. Но это опять все вот те такие принципы, которые я ставил бы первыми. Я просто вынужден их сортировать как-то. В общем, вот композиция — это супер важно. Почему супер важно? Потому что она на простых моментах, на простых идеях, на простых решениях дает вам очень много эффектности в вашем скетче. Если вы разберетесь с понятием композиции даже на самом простом уровне, то даже простые вещи, которые вы рисуете, но вы хорошо отработали, вот пройдите снова по всем вот этим предыдущим принципам, которые я говорил. Если вы хорошо отработали базу, и вы строите на простой базе простую композицию, это все очень хорошо визуально работает. Композиция сильно перекликается, например, с компоновкой, потому что я мыслю, например, в рамках вот моего проектного скетчинга, и это происходит в моем скетчбуке. И у меня есть пространство листа, в нем происходит какая-то композиция. Эта композиция может приходить не сразу на лист, а фрагментарно элементами. И композиция может плавать, она улучшается, ухудшается в зависимости от того, какие элементы нового рисунка я приношу на свой разворот или лист скетчбука. И поэтому работа с композицией в моей картине мира супер важна. И работа с композицией, она динамична. То есть у меня скетчбук постоянно меняется. В него приходят новые штуки, улучшаются, некоторые закрашиваются, некоторые, интерпретируются. В общем, там это такая большая живая история. И окей, мы уже дошли до шестого принципа скетчинга в моей картине мира. Это гипербола. Так как я воспринимаю скетчинг как информационную структуру, как структуру, которая выражает какую-то информацию, то гиперболизация и акцент на той главной информации, которую я хочу выразить с помощью моего рисунка, для меня супер важна. Гиперболизация или утрирование, или акцент на главном идеи, которые вы хотите выразить вашим скетчингом. Все остальное может быть фоном, может быть бэкграундом для вот этой вот главной идеи. И главную идею вы должны проработать чуть лучше, подать ее чуть эффектней, сделать на ней акцент чуть сильнее. А остальные элементы, они подчинены этой системе. Почему такая иерархия возникает? Просто потому, что вот этих вот элементов в моей картине мира должно быть много. Много идей, много набросков, много мыслей, которые вы хотите выразить. И это превращает скетчинг в такой процесс. Раз, два, три, четыре, пять. Много. Поэтому гипербола. И седьмой принцип, он, мне кажется, самый очевидный. Это скетчинг, это мультилингва. Неважно, на каком языке я говорю, если я доношу свою информацию в графическом виде, то это просто круто и понятно. В общем, вот, это с моей точки зрения, в моей картине мира, в моей деятельности, то, что представляет собой скетчинг, как я его интерпретирую и как я с его помощью достигаю своих каких-то задач. Это большей частью или проектные задачи, или выставочные задачи, или задачи, донесения информации того, что есть у меня в голове, до другого человека. Я решаю это вот таким вот способом. Если вам нравится такой подход, то, примите во внимание вот эти вот принципы. Они прошли достаточно большую историю, и мультикультурную, и мультистрановую. Они происходят в различных областях деятельности, которой я занимаюсь. Это разные страны, разные языки и большая часть там проектная история. В общем, вот эти принципы доказали свою живучесть. Может быть, они не очень похожи на классичный подход, типичное интерпретирование этой ситуации, но вот в моей картине мира они работают хорошо. Что вы думаете об этом, пишите в комментариях, мне прям интересно. И смотрите внизу, в описании к видео, там ссылки на другие плейлисты, и теперь мои картины можно купить на Saatchi Art. В общем, если вам интересно это, то welcome. А меня зовут Эдуард Кичигин, и моя тема скетчинг, концептуальное проектирование, ландшафтная архитектура, урбанистика, и всякие вот такие вот большие штуки. Всем хорошего вечера. Чао-чао.